Друзья, привет! С вами Роман Стикс. Я последние месяцы довольно активно изучал методы сведения Майкла Брауэра и Эндрю Шепса. Потому что я хотел по-новому свести свой новый трек. Песня называется Seven Feel, и я ее пересводил раз 5, наверное. Потому что мне хотелось получить такой классный фирменный звук, это полное живье, то есть там барабаны, бас, много гитар. Мне хотелось получить вот такой саунд, собственно, как мы слышим у всяких крутышей, там типа Coldplay и так далее. Ну, во всяком случае, ближе к тому саунду мне хотелось приблизиться. И я начал изучать методы работы Майкла Брауэра. Вы знаете, что у него есть особая методика, там 4 бас-аутпута используются, они все сходятся потом в единый мастер-аутпут. И также я изучал методы Эндрю Шепса, который сводил много что крутого, да, включая Red Hot Chili Peppers и так далее. То есть люди, которые на живой музыке, в общем-то, такую собаку съели и не одну. И я не с первого раза, но, значит, освоил этот метод сведения и свел свой трек по этой методике. И конкретно в этом видео я хочу рассказать об одном плагине, который я нашел как раз благодаря изучению методов Майкла Брауэра. Он же раньше работал только в аналоге, и вот за последние годы только он перешел полностью в цифру, и в цифре воссоздал свой метод вот этот. У него есть ассистент очень крутой, и вот он перебрал тонны плагинов, чтобы найти, значит, четко такое же звучание, как было в аналоге у Брауэра. И вот один из плагинов, который у него был, называется Magic Death Eye. Это мастеринговый компрессор, эквалайзер и сатуратор. И сначала я хотел обойти его. Я думаю, не буду покупать, не буду, значит, заморачиваться. Перепробовал разных плагинов много и был удивлен тому, что по факту я не нашел ничего, что звучало бы так же. То есть у него реально какой-то вот своя фишка, благодаря тому, что это не просто компрессор, который очень музыкально звучит, но есть еще музыкально звучащие компрессоры. Но он еще делает эквализацию и сатурацию очень круто. И вот это, конечно, уже тяжело было воссоздать чем-то еще. Значит, конкретно в схеме Майкла Брауэра этот компрессор используется на вокальном, на бэковом бас-аутпуте. Но сейчас я вам его покажу на мастере. Потому что, в принципе, задача этого плагина как раз такая, мастеринговая. Разработал плагин некто Ян Севчик. Это инженер-электронщик и звукорежиссер. То есть он прошел уникальный такой путь. То есть, будучи профессиональным радиоинженером, да, он начал стажироваться в студиях и дошел до мастеринг-инженера в студии Capitol Records. То есть, как бы легендарная студия. И вот на Capitol Records он занимается не только мастерингом, но и оборудованием. То есть он создал несколько кастомных компрессоров. Он делал оборудование для различных как бы очень известных саунд-продюсеров, звукорежиссеров. Ну, например, на Capitol Records работали такие люди, как Эль Шмидт, Грег Коллер. И вот, собственно говоря, он стал тем человеком, который может посмотреть на звук и с точки мастеринг-инженера, и с точки зрения оборудования. То есть, если ему чего-то не хватает, он может взять и разработать новую схему и найти тот самый саунд. И вот благодаря этому получился этот совершенно уникальный прибор, который, значит, в сотрудничестве уже с компанией DDMF, вы помните, плагин Доктор, например, они делают. Они, значит, сделали плагинную версию этого прибора. И прибор действительно просто бомбический. Поэтому я посчитал необходимым записать этот ролик. Поехали, сейчас все расскажу. Тут много секретных фишек, которые обычный пользователь, открыв просто этот интерфейс, даже не найдет, где они. Итак, начнем с того, что это не только компрессор, но и сатуратор. И не только сатуратор, но еще и клипер. В этом плагине зашит такой алгоритм, что если ручка input поднимается больше, чем на 3/4, начинается работа этого плагина как клипера. Понятно, что сильно разгонять input, да, мы должны компенсировать output. Для того, чтобы можно было это сделать, просто щелкаем кнопочкой Ctrl на инпуте. И вот тут вот загорается такая какая-то полосочка, и у нас input и output линкуются. Input поднимается, output опускается. Так вот, сейчас я специально
подниму этот input так высоко, чтобы начался клиппинг. Вы услышите аналоговый клиппер. Зачем это нужно? Для разгона громкости. То есть можно аккуратненько подрубить пики, не потеряв атаку и в то же время разогнав громкость. Конечно же, это используется в совокупности со всем остальным. Итак, поехали, послушаем. Tell me, baby, who am I? Видите, здесь мигает красным индикатор. Это означает, что происходит клипирование как раз. Теперь мы можем разлинковать, например, input и output поднять еще повыше. То есть сейчас мы с вами добились просто более высокой громкости, ничего не компрессируя, просто клиппер. Но вы слышите, как мы ее добились, да? То есть не просто громкость поднялась, но еще так приплотнилась вот за счет подрубания пиков. Теперь давайте откатим немножко эти настройки назад. Сделаем средний такой выход и вход. И добавим уже непосредственно трэш-холда, и начнется компрессия. И здесь у нас будет с чем поиграться. У нас с вами есть, во-первых, 6 различных режимов атаки и релиза. То есть первые 4 режима идут по нарастающей. То есть первый — самая быстрая атака, быстрый релиз. Второй — чуть медленнее, третий — чуть медленнее, четвертый — еще чуть медленнее. А вот пятый, шестой — это каскадные режимы релиза. То есть это когда сначала происходит быстрый релиз, а потом более плавный. То есть такая интересная программно-зависимые варианты. То есть это пятый и шестой. И у нас есть с вами тумблер атаки, который меняет атаки во всех вот этих 6 зашитых пресетах. То есть, ну, соответственно, fast, medium и slow, да. Давайте найдем оптимальные значения. Значит, я сейчас включу трек, сделаю так, чтобы компрессировалось там децибела на 3-4, и буду играться дальше с вот этими параметрами. Найду тот вариант, который мне дает, ну, максимально кайфовый звук. Tell me what's the score? What are we all fighting for? Lost in whispers of the night. Вот мне очень нравится саунд, который получается сейчас. То есть у нас есть input, threshold и master, да, мы их настроили таким образом, чтобы при включении и выключении была более-менее одинаковая громкость. Хотя это вообще не обязательно. То есть если вы посмотрите, как работает тот же самый Майкл Брауэр и Эндрю Шепс, никто из них не парится над тем, чтобы выставлять вот эту единую громкость. То есть это нормально, что на мастере компрессор еще и разгоняет. Вот. Но слышно, что по-другому атаки работают. И теперь начинаются другие фишки. Значит, в этом плагине есть совершенно уникальный эквалайзер. Уникальность его заключается в чем? В том, что он стоит не до компрессора, не после компрессора, а внутри компрессора. То есть смоделировано изменение катушек индуктивности, которые находятся непосредственно в модуле управления гейном компрессора. То есть меняется как бы характер работы компрессора, его спектральная окраска. Да, оно работает как эквалайзер, но вот помимо эквализации, это дает еще уникальные вот эти эффекты, такие какие-то, какой-то определенный такой 3D вайб, какие-то гармоники, которые делают очень кайфовый звук.
Значит, что касается эквализации на мастере, это очень широко используется. Например, Эндрю Шепс сразу сводит так, что у него на мастере стоит пултек с поднятым низом, поднятым верхом. То же самое использует Майкл Брауэр на одном из своих мастер-каналов. У него их 4, напомню. Вот. И там есть один, который как бы такой нормал. Но у меня они подписаны здесь барабанный, потом базовый или нормал, да, потом гитарный и бэковый. Вот тот, который нормал, на который посылаются зачастую басы, вокалы, там синты всякие. Вот там у него тоже стоит подъем низа и верха сразу. Короче говоря, здесь очень крутой вот этот вот эквалайзер, который дает помимо эквализации еще вот этот какой-то определенный шиммеринг такой по верхам, приятную теплоту в низе вот в этом. Кто вот помнит, как, например, звучит Helios EQ, да? Helios 69, вот есть такой плагин у Ада в том числе. И у Вейвсов есть, вот. Там как раз низ тоже такой прикольный, очень необычный, богатый. И вот послушайте, значит, что мы с вами здесь можем сделать. Ну, во-первых, мы выбираем частоту, точнее, мы выбираем частоту вот здесь тумблером. Тут низкие частоты можно выбрать 20, 40 или 100 Гц. Высокие частоты тут можно выбрать 5 кГц, 12 или 18. И тут вот подъем, максимально 5 дБ. Вот давайте это сделаем. Вы слышите, какой плотный низ округлый появляется? Это очень круто. При этом уже сейчас я вам расскажу сразу еще одну фишку, что мы можем включить вот этот 200-герцовый фильтр, чтобы бочка меньше влияла на компрессор. Потому что сейчас мы низа как бы добавили, и это начинает быть лучше слышно. Включим этот фильтр. Теперь поднимем еще и вверх. Слышите, да, уже как этот плагин много дал. Но начинаются скрытые фишки. Значит, скрытая фишка номер 1. Если мы с Ctrl нажмем на вот эту ручку High на эквалайзере, то мы можем эту эквализацию и вот эти вот гармоники особые, да, добавлять только в mid или только в side. И это очень полезная штука, потому что, например, многие пользуются такой вещью. В сайд-канале мы добавляем вот этого раскрытия по верхам. За счет этого mid-элементы не начинают звучать сильно там как-то ярче, резче. Вот, и микс как бы раскрывается так вширь, ярко, и при этом не становится слишком ярким. Попробуем это сделать. Можно делать и противоположно. Можно делать только mid-канал открытия, и тогда фокус идет на центральные элементы по верхам, по открытости. Проверим. Итак, сейчас переключусь на side. Вот мне очень нравится эффект с сайд-каналом именно, потому что он не начинает звучать слишком как-то резко. Я поднял на максимум, на 5 дБ, и все как бы классно. А вот в моем треке, если на мид-канал поставить, будет немного не то. Уже начинает вокал немножко рисковато. Ну, не рисковато, а чуть-чуть слишком песочить по верхам. Поэтому поставлю на side. Итак, это первая секретная фишка. Это то, что можно здесь в сайд-канале это делать. Теперь, вы знаете, что периодически требуется суммировать низ в мастер-треке в своем, чтобы уплотнить низ, и он не рассыпался по стерео. То есть иногда широкий низ это кайф, иногда низ можно суммировать в моно до определенной частоты, там, до 200 Гц, скажем, да. И тогда получается, что более собранное такое звучание, более плотняк.
Вот. И то, и другое хорошо, и широкий низ бывает классно звучит, и собранный в моно. Здесь есть мономейкер. Для этого нужно просто на ручке Low щелкнуть с Ctrl. Проверим, как в моем треке он сработает. Но конкретно в этом треке мне не нравится, как звучит суммирование в моно, но прикольно, что оно тут есть. Вот. И это не все, что тут есть такого интересного. Значит, смотрите, у нас есть, во-первых, threshold link, то есть мы можем их залинковать, чтобы правый и левый канал, они срабатывали одинаково по thresholdам, да? Или же отпустить их на off. Если будет линк выключен, как сейчас, мы получаем максимальную динамику, максимально стерео. Если включен линк, то как раз более такой тоже собранный звук. Покажу, как работает. Ну, а в моем треке мне больше нравятся разлинкованные левый и правый каналы. Ну, мне всегда нравятся более разлинкованные, потому что я люблю, когда по стерео широко довольно все это работает. А стерео уменьшается, если левый и правый канал становятся более одинаковыми, за счет динамики в том числе. Итак, ручка сайдчейн — это просто, если мы используем внешний сайдчейн, ее нужно тогда включать. Дальше, значит, еще одна крутецкая фишка. Если подвести вот сюда мышку к кнопкам баланс, то здесь мы можем гармоническую окраску этого плагина изменять, значит, от его значения, которое соответствует оригинальному прибору, 50%. Мы его можем как увеличить в сторону большего количества гармоник, так и уменьшить. То есть мы можем вот этот эффект ламповости и вот все этих трансформаторных вот этих катушек там, мы все это можем утрировать даже больше, если мы хотим как бы использовать его больше как сатуратор, да? Поехали, послушаем. Мне очень нравится. То есть я вот добавил сейчас 70%, и эти искажения, они какие-то такие кайфовые, что просто то, что нужно. И кто-то из вас может спросить, что, если мы добавляем много гармоник, то тут важно использовать оверсэмплинг. Есть ли в этом плагине оверсэмплинг? А он тут есть, если просто нажать на логотип. Вот, 2-кратный и 4-кратный. Пожалуйста. Дальше такая вещь. Значит, бывает, что субнизы, которых даже не слышно, например, там 20 Гц, 30 Гц, супер низкие частоты, да, на бытовых колонках вы это никогда не услышите в жизни, да и 40 вы не услышите в основном. Бывает, что из-за того, что там много информации, колонка работает хуже, потому что на динамик все время идет напряжение, да, и он как бы все время чуть отклонен от своей оси, потому что пытается воспроизвести там эти супер низкие частоты, но, естественно, не может, и это просто мешает ему качественнее воспроизводить другие частоты. Для этого как раз есть вот эти фильтры, то есть 20 и 30 Гц. Многие ошибочно думают, что если они поставят вот этот фильтр 20 или 30 Гц, то они будут слышать меньше низа. А эффект бывает прямо противоположный. Вы начинаете слышать больше низа, потому что тот низ, который выше этих частот, он начинает лучше отрабатываться динамиком, потому что динамик не находится под нагрузкой вот этого низкочастотного давления вот этих частот, которое он не может воспроизвести. Включу сейчас, послушаем эффект. Слушайте, как улучшается в принципе воспроизведение, как частота других частот вообще улучшается воспроизведение их. Поехали. What's
That's all we all fighting for. Lost in whispers of the night. Do we make it fun? Feel for you. The thing that I don't need to make it true. Вот на 20 офигительно работает. На 30 я уже слышу, что что-то пропадает, то, что нужное, наоборот. Вот. Но 20 прям отлично сидит. Казалось бы, это все, но нет, есть тут еще один режим, который, это такой punch mode. Он сильнее работает, этот компрессор, более можно сделать еще более плотная стилистика компрессии. Называется этот режим Laura, вот, и включается он кликом по вот этой вот красной кнопке. Видите, загорается Laura. Тут будет происходить другая компрессия, поэтому нужно перенастроить input там, и threshold, скорее всего. Давайте я это сделаю, и мы поймем, как это звучит. То есть это еще более в стиле стена звука получается компрессия. Ну вот давайте повключаю, повыключаю, просто послушайте. Просто офигительный компрессор. У меня после него как бы померкли даже такие классические приборы, как там SSL, Bassmaster компрессор. Ну, просто это, ну, реально кайф. Если вам интересно полностью посмотреть, как я сводил этот трек, я записал разбор этой сессии. И, соответственно, вы поймете немножко методы работы как раз Брауэра и Шепса, у которых я много взял в этом миксе. Ну, основная суть заключается в том, да, что здесь, во-первых, 4 разных баса, куда это все идет. Во-вторых, много параллельных обработок. Некоторые каналы обрабатываются так, что эквализация создается путем балансов множества разных компрессоров. Там на вокале, например, 7 компрессоров тут. Вот, заходите в Boosty. У меня на Boosty лежит разбор сведения этого трека. И, кстати, немаловажно то, что я приложил туда пресеты. Пресеты бас-каналов, пресеты мастер-канала. В общем, много полезных пресетов. Для Logic, правда. Ну и если вы хотите посмотреть в реальном времени, как я сводил эту песню, то это вы можете сделать у меня на Патреоне. Правда, там я уже комментирую свою работу на английском. В общем, такой прибор. Ссылку найдете в описании. Можете попробовать демо. Ну и до новых встреч. Увидимся. Пока-пока.